Здравствуйте, и снова с вами Татьяна. Наш следующий мастер-класс будет посвящен черноплодной рябине из бисера, осенней именно. Все плетут обычную рябину, черноплодная нисколько не хуже, тоже очень красиво смотрится. Для того, чтобы сделать нам вот такие вот осенние листочки, нам понадобится бисер микс такой. Я его сама сделала, вы тоже это можете сделать. Берем 150 грамм желтого бисера, высыпаем в лоточек, 100 грамм оранжевого бисера и по 50 грамм красного и зеленого бисера. Получается вот такой микс. Для того, чтобы у нас вышли вот такие листики осенние. Все осенние цвета. Так, потом нам еще понадобится для ягодок бусины. Диаметр я вам сказать точно не смогу. Но в мешочке вот 80 грамм, и я планирую использовать их полностью для плетения вот таких вот гроздев. Для одной гроздочки нам нужно 17-16 бисеринок уходит с метра проволоки. Вот. На одной ветке нам понадобится сделать крупную гроздь из 3 таких небольших гроздочек. Вот. Также понадобятся нам ножницы, обязательно проволока медная 3 мм. Если есть цветная, можете использовать цветную, флор-лента, и для создания веток проволока разного диаметра. Вот. Итак, приступим. Мы с вами берем проволоку и нанизываем бисер. Для того, чтобы было удобно и быстро его нанизывать, отстригаем под углом нашу проволочку, чтобы кончик был остренький. Нанизываем на метровую проволоку. У меня метровая проволока. Это полметра нашего бисера. Таким вот образом. Он сам, так как он микс, он набирается как получится. В этом и прелесть этой работы. Вот, набрали. Теперь нам нужно оставить конечек для того, чтобы проплести нашу ветку. Где-то 15 сантиметров. Отсчитываем 40 бисерин. Вот. Делаем, теперь отсчитали. Делаем нашу первую петельку. Берем оба конца проволоки. Вот. И прокручиваем где-то полсантиметра. Дальше берем 30 бисеринок, отсчитываем. Так. Также петельным способом делаем петелечку и прокручиваем. Теперь вот так фиксируем, один раз прокручиваем, чтобы нам с другой стороны плести такую же петельку, чтобы максимально листья были похожи на те, которые растут у рябины. Также отсчитываем 30 бисеринок. Отсчитали, делаем петельным способом такую же петелечку, третью. Все, вот у нас верхушечка получилась. Теперь проплетаем где-то сантиметр свободной проволочки и пошли дальше. Теперь у нас листья будут увеличиваться. Для того, чтобы вам каждый раз не мучиться, как бы я уже, ну как сказать, приблизительно глаз наметан, так сказать. Вот я не отсчитываю, вы тоже можете. В этом и прелесть заключается данной работы, то что вот, не считаю, вы просто визуально видите, что петелька это побольше. Все, она нам и нужна побольше. Прокручиваете. Ничего страшного, если там будет где-то отличаться на 2-3 бисеринки. Визуально видно. Ну, для тех, кого не видно, 30-40 бисеринок опять будете набирать. Вот. Все, и таким образом мы плетем нашу веточку. Опять проплетаем где-то сантиметр. Все. Вот. И таким образом, постоянно увеличивая
на немножко, прям на 5 бисериночек каждый листочек наш. Вот мы проплетаем до конца нашей проволочки. Такую веточку делаем. Приблизительно одни одинаковые. В композиции это будет незаметно, поэтому прям точно каждый листочек отсчитывать, ну, я вам не советую. Вы быстро устанете. А так вы наплетете с удовольствием и гораздо больше, чем считая. Это не цветок, это работа такая, чисто для души, творческая. Вот таким образом делаем до конца. Я вам уже показывала. Получается у нас вот такие веточки. Вот. Все, сплели мы с вами. Вот и из того смешанного микса в граммах, сколько я вам назвала, получается 100 таких веточек. С того количества бисера, которое у вас есть, получится 100 веточек. Вот. Теперь нам нужно с вами каждую веточку сделать более сложной, чтобы дерево наше было пышное. Для этого мы берем 3 обычных листочка, 3 вот таких листочка наших, и соединяем их между собой. Просто все взяли 2, аккуратненько их соединили. Это сантиметрик проплели, добавляем следующий листочек и тоже его вплетаем. Прокрутили один раз, вот делаем ровное количество проволочки было. Делается для того, чтобы потом закрутить аккуратно, чтобы не торчало, чтобы веточка была такая симпатичная. Все, прокрутили. Вот у нас с вами получается такая сложная, более сложная веточка. Таким образом проделываем все это с нашими 100 листочками. Все. Теперь приступим к плетению наших гроздей рябины, нашей черноплодной рябинки. Для того, чтобы веточки, такие гроздочки сплести, также берем метровая проволочка, на нее нанизываем 16-17 бусин. Уходит на метр проволоки. Берем бусинку одну для начала. Здесь кончик тоже оставляем, где-то 10 сантиметров. Большой не нужно. Берем бусинку, просто фиксируем ее и проплетаем. Где-то 1,5 сантиметра проплетаем свободной проволоки. Следующую бусинку подгоняем. Приблизительно смотрим, чтобы длина была одинаковая. Но оставляем где-то на 3 миллиметра побольше, для того, чтобы нам проплести. Все. Опять докручиваем к нашей, ко второй, к первой бусинке. Берем третью бусинку и таким же образом все это прокручиваем. Самое главное — доплетать до конца, вот основания. Ну и все это проделываем с нашими 17 бусинками. Ну вот, мы с вами проплели все наши 17 бусинок. У нас вот получается вот в таком виде выглядит. Теперь нам нужно сделать из этого гроздь. Мы просто берем оба конца проволоки опять, прокручиваем между собой 2 раза. И я для того, чтобы вот этого промежутка дырочки это не было такой, чтобы она сильно в глаза не бросалась, посередине продеваем проволочку и стягиваем теперь, чтобы и опять проплетаем. И уже такой пустоты большой у нас не будет. Проплетаем где-то 1,5-2 сантиметра. Все проплели, немножечко подправили первоначально. Все. Вот у нас получается вот одна такая маленькая гроздь. Но для нашего дерева, по моей задумке, 3 грозди должны быть вместе, чтобы гроздь была шикарной. Для этого мы с вами опять
берем 2 грозди. Это вот так, чтобы они рядышком были. Смотрим. Опять проплетаем их вместе. Все, висит. Теперь берем 3-ю. Тоже смотрим, чтобы она по длине с этими совпадала. Вот ее тоже приплетаем. Опять распределяем, чтобы равномерно была проволочка. У нас здесь 3. И это с этого конца 3, с этого конца 3. Тогда она будет очень ровно здесь сплетаться. Вот. Сплели. Вот, немножко подправляем. Расправляем. Вот у нас гроздь более шикарная получается. Можно еще больше делать. Это уже на ваше усмотрение, как вам захочется. Так, с гроздями мы закончили. Для моей... Теперь мы с вами должны собрать вот такую небольшую ветку для нашего дерева, для нашей рябинки черноплодной. Вот. Для этого мы берем 3 листочка для начала. Приматываем их друг к другу. И вплетаем сюда же нашу крупную гроздь из 3 малых гроздей, которая состояла. Все. Проплетаем. Теперь нам с вами нужно сделать вот такую ветку нашей рябины. Так, мы с вами собрали вот сложную такую гроздь нашей рябинки. Вот по моим подсчетам с этих бусинок, которые в пакетике у меня были, должно получиться 10-11 сложных вот таких гроздочек. Значит, маленьких где-то будет 30-33. Так, теперь мы с вами будем собирать вот такую веточку. Для этого нам нужно, вот, с вами уже сделали тройную такую сложную веточку из листьев. К ней нам нужно теперь примотать нашу гроздь. Таким же образом берем, как делали сложную ветку, и приматываем. Распределяем. Все, вот у нас получилась одна веточка такая с гроздью. Дальше берем проволоку для нашей ветки. Берем флор-ленту, отрезаем кусочек. Вот для одной ветки нам понадобится 2 тройных просто, вот 2 таких веточки и 1 с гроздью. С помощью флор-ленты просто приматываем. Нашу первую ветку. Промотали, приматываем ветку с гроздью. И получше прям возвращаемся, отгибаем, фиксируем эту сторону. Еще раз. Все, мы ветку нашу зафиксировали. Опять проматываем и крепим 3-ю нашу веточку. Все таким образом проматываем сейчас свободную флор-ленту до конца, насколько хватит. Вот, получилась у нас веточка. Мы ее в процессе потом расправим. Все. В дереве, конечно, это все изогнется, когда будем собирать дерево. Просто будем учитывать то, что у рябины очень изящные, ни одной ровной ветки нету. Все это сделается при сборке дерева. Вот у нас веточка получилась. Смотрите, сейчас можно видеть.
уже даже какая будет композиция у нас, какое наше дерево будет. Вот таких веток у нас должно получиться где-то 10 сложных веток, с которых мы на следующем уроке будем собирать с вами дерево.